Всем привет, с вами Мишрумс. Сегодня я продолжаю рассказывать о классной музыке, классному кино. Сегодня я расскажу вам о сериале «Мир Дикого Запада». Кстати, оригинал фильма, происхождением которому обязан сериал, вышел еще в 1973 году. Режиссер сериала Джонатан Нолан. Главный композитор сериала Рамин Джавади. Рамин Джавади является учеником Ханса Циммера, и вместе с ним он отработал на огромном количестве голливудских хитов и блокбастеров. Здесь и «Пираты Карибского моря», здесь и «Железный человек». Однако самостоятельная деятельность у Джавади началась с фильма, правильно, «Блэйд». Именно там он получил признание как самодостаточный композитор, который полностью выстроил музыку к фильму. Но мы возвращаемся к миру Дикого Запада. В интервью для журнала Pitchfork Рамин Джавади рассказал о том, как появилась идея пригласить его в этот сериал. Оказывается, Джавади и Нолан работали и на предыдущих проектах. Во время работы над фильмом «Человек по интересам» Нолан спросил Джавади: «Ты не хочешь поработать над шоу «Мир Дикого Запада»?» Когда Джавади вспоминает об этом, он до сих пор чувствует тот восторг, который переполнял его, получив это предложение. Почему? Да потому что Джавади прекрасно помнит оригинальный фильм, тот самый фильм 1973 года. Не дожидаясь начала съемок, Джавади, вопреки всем своим обычным правилам, начал писать музыку. До момента съемок, до окончания монтажа. Его настолько переполняло желание влиться в этот проект, что он не смог себе в этом отказать. Все начинается всегда с заглавной композиции. Робот-андроид играет на пианино, и вокруг этого выстраивается весь фрагмент, все сосредоточение. В своем интервью для издания The Hollywood Reporter Рамин Джавади рассказал о том, как он сочиняет музыку. В моей голове, говорил он, начинают формироваться звуки. Я гуляю или вожу машину, мой мозг работает в фоновом режиме. Он развивает идеи. И бывают моменты, говорил Рамин, когда он практически видит эту музыку. И она приходит в виде цветов. Цвета выпрыгивают, и это переводится в ноты. Только представьте, они приходят почти готовыми. Части оркестровок, а не просто мелодии. Не всегда это используется, не всегда подходит. Но первоначальные идеи приходят именно так. Большая часть музыки к этому шоу оригинальна, то есть написана Рамином. Но есть эпизоды, где он очень классно работал с известными рок-хитами и превращал их в своеобразные кавер-версии. Например, знаменитая легендарная песня Rolling Stones «Paint in Black» «Покрасьте это в черное». В специально выделенных моментах сериала этот трек подчеркивал отдельное настроение и то, что будут делать герои, то, почему они будут так поступать, то, для чего они так поступают. Есть еще одна удивительная вещь. Вот о таком я не слышал никогда. И эта вещь показывает то, насколько глубоко и режиссер, и композитор фильма подходит к каждой детали фильма. Для того, чтобы подчеркнуть эпизоды, в которых герои фильма разговаривают с отключенными роботами, использовались звуки, записанные в космосе. Роботы отключены. Человек с ним разговаривает. И вы слышите эти звуки. Вы не всегда можете их осознать, проанализировать, прочувствовать. Но каждый раз, когда возникают такие сцены, возникает та самая не только визуальная, но и звуковая атмосфера. И вы уже включаетесь и настраиваетесь на этот лад. Вы тот самый человек, который разговаривает с этим отключенным компьютером. Вот такая глубина, нестандартное крутое мышление делает «Мир Дикого Запада» уникальным шоу. Попробуйте убрать оттуда эту музыку, попробуйте убрать оттуда эту заставку, попробуйте подложить туда другой саундтрек, и вы удивитесь тому, насколько сильно музыкальная составляющая поменяет восприятие этого сериала. Подводя итоги, всего в этом сериале аж целых 85 треков. Но помимо музыки Рамина, там есть еще довольно хитовые вещи. Это Металлика, это Maroon 5, это Джонни Кэш, это Витамин, Стринг Квартет и, ребята, прекрасная, легендарная сюита Дебюсси «Лунный свет».
Я сворачиваюсь. Я рассказал вам не все, что хотел, я попытался быть лаконичным, кратким, выбрать самые классные и вкусные моменты. Пишите, комментируйте. Пишите о том, о каких фильмах, о какой музыке вы хотели бы что-то узнать. Я буду готовить новые обзоры. Слушайте хорошую музыку, смотрите классное кино. Берегите себя, будьте счастливы. Пока.